Всем привет! В этом ролике я расскажу о монтаже системы отопления нашего дома. С самого начала стройки я постоянно слышу одну и ту же фразу: если делаешь для себя, нельзя экономить. Нельзя экономить на фундаменте, на материале стен, на окнах, на крыше, на электропроводке. И теперь я добрался до раздела «Нельзя экономить на отоплении». Естественно, возникает вопрос: а на чем в строительстве можно экономить? Напишите в комментариях, если знаете. А то до сих пор как-то сэкономить не получилось. Прежде всего, я решил не делать отопление сам. Несколько причин. Урывками я делал бы его несколько месяцев. У меня нет навыков для производства качественного монтажа, нет инструмента для производства качественного монтажа и нет понимания, как это должно работать. И, если честно, никакого желания изучать огромный технический пласт знаний, который мне понадобится один раз в жизни, у меня тоже не было. Я решил найти опытных людей и получить готовый результат. Монтажники пришли не с улицы, пришли с рекомендациями и портфолио. Кстати, если вы ищете строителей, вполне нормально попросить у них фото их работы, попросить посмотреть их объекты. Если повезет, вы познакомитесь с предыдущими заказчиками и получите отзыв о их работе. И если с вами активно поделиться этой информацией, это уже 90% успеха, так как косяками и конфликтами на предыдущих объектах никто делиться не станет. В целом представление о конечном результате у меня и у монтажников совпало, и мы начали работать. Ребята заказывали материалы сами, согласовывая со мной, я им не мешал, только оплачивал. Сердце системы – двухконтурный котел Baxi EcoFort 24. Основные комплектующие от итальянской фирмы Stout. Радиаторы тоже итальянские фирмы Global. Полотенцесушители русские, фирма Dwin, по отзывам вроде бы неплохие. Для теплого пола я использовал металлопластиковую трубу, не совсем дешевую. Почему не шитый полиэтилен, не спрашивайте меня, это личный выбор каждого, и все плюсы и минусы я знаю. Весь металлопласт собран на прессе, это естественно, то есть никаких тут плоскогубцев, отверток и всего прочего не применялось. Все достаточно красиво и профессионально собрано. В качестве теплоизолятора для теплого пола использован пенополистирол Технониколь, толщина 50 мм. Этого вполне достаточно. На первом этаже у меня теплый пол плюс радиаторы. На втором этаже радиаторы чуть большего размера, чем на первом этаже. Сделано все по теплорасчету. На первом этаже система радиаторов лучевая, то есть от коллектора к каждому радиатору идет своя подводка. Теплый пол собран на втором коллекторе, естественно, с циркуляционным насосом Grundfos. На втором этаже радиаторы подключены по кругу. Возможно, недостаток этого подключения то, что нет байпасов. Эксплуатация покажет, недостаток это или нет. Потолки пока не подшиваются, то есть байпасы всегда можно будет поставить. Я намеренно не ставил себе цель обвязать котельную медными трубами. Или, например, установить бойлер косвенного нагрева, или другие плюшки. Потому что это удорожание системы, и, честно говоря, особой необходимости я в этом просто не вижу. Впереди запуск системы, а на днях мне подключили газ, он уже в трубе, и скоро будем ставить систему в тестовый режим. Была задача подключить циркуляционный насос теплых полов каким-то образом к котлу. Ничего лучше, кроме как подвести линию отдельно от насоса сюда, я не нашел. То есть здесь ПВС пойдет у нас на источник бесперебойного питания. Заводим на автомат. Первый автомат это у нас будет котел, второй автомат это циркуляционный насос. То есть включили, у нас включился котел, потом, если нам нужно, чтобы теплые полы заработали, включили этот автомат, у нас насос начал гонять воду и, соответственно, начали греться теплые полы. Все. Хотел бы обратить внимание, что труба крепится на якоря.
То есть армирующую сетку мы намеренно не подкладываем под трубу. Если кого-то интересует почему, я могу это потом рассказать. То есть под трубой армирующая сетка быть не должна. Над трубой, чтобы она не касалась ее, на солдатиках можно выставить, но опять же в этом нет необходимости. У меня пол сделан по грунту, плюс керамзит и черновая керамзитобетонная стяжка с арматурой. Поэтому еще раз армировать здесь просто смысла не вижу.